Думаете, самый большой город древнего мира стоял где-то в Европе или на Ближнем Востоке? Рим, Афины, Вавилон, Александрия. О них слышал каждый. А теперь представьте город, который был больше Рима, где проживало почти 1 миллион человек, который арабы называли «матерью мира». И стоял он не в Европе, не на Ближнем Востоке. Он стоял посреди пустыни Каракумы в современном Туркменистане. Этот город было видно за целый день пути, еще задолго до подхода к нему. В нем были 10 библиотек, обсерватории, дворцы. Здесь работал великий Омар Хайям, мыслитель, чьи стихи знают во всем мире, а его научные труды опередили свое время. Но потом за один день все закончилось. Город открыл ворота монголам. И за несколько дней здесь убили от 700 тысяч до 1 миллиона человек. Больше, чем в любом другом городе за всю историю войн. Крупнейший город мира исчез почти мгновенно, и стерли его так тщательно, что даже имя выпало из учебников. Сегодня история Мерва, города, который был сердцем мира. Без мистики, без пришельцев, без выдуманных сенсаций. Только реальная история, которая звучит как легенда. И вопрос, который будет звучать на протяжении всего видео. Как можно забыть крупнейший город на Земле? Чтобы понять, что здесь произошло, нужно перенестись на восток Туркменистана, туда, где сегодня стоит город Мары, а рядом с ним огромное поле руин. Это и есть Мерв. Он стоял в оазисе на реке Мургаб, там, где пустыня Каракумы неожиданно сменяется зеленью. Вода посреди песков. Именно она и стала основой для возникновения города. Мерву около 4000 лет. Это древнейший известный город всей Центральной Азии. Его первые упоминания встречаются еще в Авесте, священной книге зороастрийцев, под именем Моуру. У него было много имен – Маргуш, Маргиана, Мару, Мерв. Это та самая земля, Маргиана, о которой мы уже говорили в прошлых видео. Здесь же, неподалеку, стоял Ганур-Депе, столица Бронзового века. Получается, эта точка на карте была центром цивилизации снова и снова на протяжении тысячелетий. Одна земля и несколько великих культур, сменявших друг друга. Мерв не был построен за один раз. Он рос слоями, тысячелетиями, перемещаясь вслед за руслом реки. Поэтому сегодня это не один город, а несколько городов разных эпох, лежащих рядом. Почему именно здесь вырос один из крупнейших городов мира? Ответ – вода и дорога. Мервский оазис был одним из первых мест в Средней Азии, где люди освоили ирригацию, искусственный полив. Они научились управлять водой Мургаба, и посреди пустыни возникли поля, сады, пастбища. Вода в пустыне – это жизнь, а кто управляет водой, управляет всем. И вторая причина – Великий Шелковый путь. Мерв стоял на главной дороге между Востоком и Западом. Через него шли караваны из Китая, Персии, Индии, Средиземноморья. Шелк, специи, золото, идеи, религии. Все это проходило через Мерв. Город был так велик, что путешественники писали, его видно за целый день пути. Еще только подходишь к оазису, а на горизонте уже стоят его стены и башни. Через эти земли прошло множество завоевателей. В IV веке до нашей эры, после походов Александра Македонского, город даже переименовали в Александрию в Маргиане, хотя сам Александр, скорее всего, здесь никогда не был. Персы сделали Мерв столицей своей провинции. Потом пришли арабы и превратили его в один из главных центров исламской науки. Сегодня среди руин Мерва легко заметить следы разных времен, эти самые слои. Тысячи лет истории лежат друг на друге. Но настоящий золотой век Мерва наступил в XII столетии. К этому моменту город стал столицей огромной империи сельджуков, тюркской династии, которая контролировала земли от Средней Азии и почти до Средиземного моря. И Мерв был ее сердцем. Именно тогда, по оценкам историков, население города достигло 500 000 человек, а по некоторым подсчетам приближалось к 1 миллиону. Для XII века это было невероятно. Мерв стал крупнейшим городом мира, больше Константинополя, больше Багдада, больше любого города Европы. Это был не просто огромный город, это был один из главных центров науки своего времени. Арабский географ Якут Аль-Хамави насчитал в Мерве целых 10 огромных библиотек. В одной только мечети хранилось 12 000 книг.
Сюда приезжали астрономы, математики, поэты, философы. И здесь, в обсерватории Мерва, работал один из величайших умов в истории – Омар Хайям. Поэт, астроном и математик. Тот самый, чьи стихи читают до сих пор. Здесь он составлял свои астрономические таблицы и работал над календарем. А памятник той эпохи стоит до сих пор. Мавзолей султана Санджара, правителя сельджуков. Это огромное кубическое здание, увенчанное куполом, который когда-то был покрыт бирюзовой плиткой. Высота почти 40 метров. Современники называли его средневековым небоскребом. А бирюзовый купол, по преданию, сиял так, что его было видно караваном за день пути до города. У самого Санджара была трагическая судьба. В конце жизни кочевники-агузы захватили его в плен и разорили любимый Мяв. Когда Санджар сумел бежать и вернулся домой, он увидел, что город разграблен. По преданию, он умер от горя. Казалось, хуже уже быть не может. Но настоящая катастрофа была впереди. Наступил 1221 год. С востока поднялась сила, какой мир еще не видел – монголы. Армия Чингисхана шла через Среднюю Азию, сметая все на своем пути. Один за другим падали великие города Хорезма. И вот монгольское войско под командованием Талуй-хана, младшего сына Чингисхана, подошло к Мерву. Город был переполнен. Кроме собственных жителей, здесь укрывались тысячи беженцев из других павших городов. Сотни тысяч людей за стенами Мерва надеялись, что город выстоит. После короткой осады глава Мерва сдал город. Талуй пообещал пощадить жителей, и город открыл ворота. То, что произошло дальше, трудно описать словами. Обещание оказалось ложью. Монголы вывели все население в поле и устроили массовое уничтожение. Людей делили на группы и убивали несколько дней подряд. По свидетельствам средневековых историков, погибло от 700 тысяч до миллиона человек, а некоторые источники называют еще большие цифры. Считается, что в живых оставили лишь около 400 ремесленников, которых увели в плен. Это была одна из самых массовых резней в истории человечества. Монголы сожгли город. Они подожгли даже мавзолей Санджара и раскопали его могилу в поисках золота. За несколько дней крупнейший город мира превратился в поле руин. И Мерв уже никогда не оправился. Город еще пытались восстанавливать в следующие века, но былое величие к нему так и не вернулось. Сердце мира перестало биться за несколько дней. Так что же от него осталось сегодня? Огромное поле руин в пустыне, стены крепостей, оплывшие от времени, похожие на песчаные холмы, остатки кварталов. И посреди всего этого мавзолей султана Санджара, устоявший перед натиском монголов и испытанием временем. Он все еще стоит, хотя бирюза с купола давно осыпалась. Легенда гласит, что монголы обошли его стороной. По традиции, они не разрушали самые высокие строения. В 1999 году Мерв стал первым объектом Туркменистана, включенным в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Это один из самых больших и хорошо сохранившихся древних городов на всем Шелковом пути. Но если вы приедете сюда, вы не увидите толп туристов. Не будет очередей, автобусов, сувенирных лавок, как у египетских пирамид. Чаще всего здесь тихо, только ветер, песок и руины до горизонта. Город, который когда-то был виден за день пути до подхода к нему, который вмещал 1 миллион человек и был сердцем целого мира, сегодня стоит почти в полном молчании. И вот мы возвращаемся к вопросу, с которого начали. Как можно забыть крупнейший город на Земле? Может быть, дело в том, что историю обычно излагают через призму главных городов и столиц. Для западных учебников древность – это Рим и Греция, для других – Багдад или Константинополь. А Мерв, стоявший посреди каракумов, просто выпал из истории. Слишком далеко, словно отрезанный от всего остального мира. Но он был реальный, огромный, живой. Город, где звучали десятки языков, где наблюдали за звездами, население которого приближалось к 1 миллиону человек. Город, где работал Омар Хайям, а его бирюзовый купол был заметен издалека, за день пути. Город, который монголы стерли за несколько дней и который история стерла еще раз, просто перестав о нем говорить. Пирамиды Гизы знают все, а Мерв почти никто. Хотя в свое время он был больше любого из городов, которые мы называем великими. И самое странное, большая часть Мерва до сих пор лежит под песком. Археологи раскопали лишь малую часть. Кто знает, что еще хранит эта земля?
Напишите в комментариях, знали ли вы о Мерве и о какой еще забытой цивилизации сделать следующий выпуск. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые истории о великих культурах, о которых молчат учебники. И до встречи в следующем видео.